Добрый день, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня в этом видео разберем одну из самых важных тем для Украины 2026 года. На сегодня, 22 апреля 2026 года, евроинтеграцию Украины. Что реально происходит прямо сейчас в Украине в этом плане, какие законы уже приняли и, самое главное, как все это повлияет на ваш бизнес, на вашу работу и на вашу повседневную жизнь. Итак, поехали. В апреле 2026 года Украина сделала сразу несколько серьезных шагов навстречу ЕС. Президент подписал закон о гармонизации, аккредитации и технического регулирования. Кабмин утвердил национальную программу адаптации всего украинского законодательства к праву Евросоюза. А Верховная Рада приняла ключевой евроинтеграционный закон, который приближает нас, украинцев, к так называемому промышленному безвизу. Давайте разберем, что это значит для нас с вами. Что такое этот промышленный безвиз? Во-первых, стоит вспомнить, что когда был подписан договор о евроинтеграции в 2014 году Украиной, то там был раздел такой: адаптация экономической системы Украины. В том числе он касался и промышленного безвиза. И хотя этот раздел был включен в договор о евроинтеграции Украины, все же он остался на нуле. То есть практически все возможности Украины в обмене товарами с Евросоюзом не были реализованы. И вот сейчас наконец-то сделан вот тот шаг, который действительно был нужен еще с 2014 года для Украины. На уровне переговоров сейчас Украина уже технически готова к открытию всех 6 переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Правительство поставило амбициозную цель выполнить основные требования в 2026 году и подписать договор о вступлении уже в 2027. Конечно, полная ратификация всеми 27 странами займет время, но процесс идет. Евросоюз, в свою очередь, согласовал с Украиной приоритетный план реформ на ближайший год. Это усиление антикоррупционных органов, реформа прокуратуры и судебной системы, изменения в уголовном процессе. Без этих шагов дальнейшее движение Украины в Евросоюз невозможно. Хотя мы и говорим, что Украина – це Европа, однако, как мы видим, это не совсем так. Что же такое промышленный безвиз? И именно он является главным прорывом апреля 2026. Самая свежая и важная новость – это закон о гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с нормами ЕС. Он был принят 7 апреля этого года и подписан президентом вчера, 21 апреля 2026 года. Что это дает украинскому бизнесу? Украинские товары, которые соответствуют европейским стандартам, смогут свободнее выходить на рынок ЕС без дополнительных проверок и сертификации в Европе. Это огромный плюс для производителей промышленной продукции.
машиностроения, электроники, строительных материалов, мебели и многого другого. Снижаются барьеры для экспорта. Растут продажи. Появляются новые контракты и инвестиции. То есть это как свежая кровь в экономику Украины. По сути, мы приближаемся к соглашению ACAA, то есть промышленный безвиз для экспортеров. Это как открытая дверь на огромный европейский рынок. Каковы изменения для малого и среднего бизнеса, ФОП и компаний? Евроинтеграция касается не только больших заводов, но вот что уже влияет или скоро повлияет на ФОП и малый бизнес. Во-первых, это гармонизация стандартов качества и безопасности продукции, особенно в пищевой отрасли, где уже активно меняют правила под требования ЕС. Для малых производителей ввели облегчение. Понятие «малая мощность» и «ремесленный пищевой продукт». Если производите мало, часто достаточно простой регистрации в ДИИ, без тяжелых инспекций. Во-вторых, налоговые и отчетные изменения. Как часть евроинтеграции Украина присоединяется к международным системам автоматического обмена информацией, CRS, цифровые платформы. Это значит больше прозрачности, но и риски двойного налогообложения для тех, кто работает удаленно из-за границы. Третье. Реформы трудового законодательства и защиты прав работников. Постепенное сближение с европейскими стандартами. Отпуска, охрана труда, равенство. И четвертое. Доступ к европейским фондам и программам. После выполнения реформ бизнес сможет получать гранты и льготное финансирование на развитие. Теперь об обычных гражданах. Что меняется для них? Во-первых, путешествие в ЕС. Безвиз остается, но с конца 2026 года вводится система ETIAS. Перед поездкой нужно будет оформить онлайн разрешение и заплатить сбор, примерно от 7 до 20 евро. Разрешение действует 3 года. Это не виза, а предварительная проверка безопасности. Без него границу не пересечете. Далее повышение стандартов жизни. Гармонизация законов в итоге должна привести к лучшему здравоохранению, защите прав потребителей, экологическим стандартам и социальным гарантиям. И что касается работы и обучения, появится больше возможностей для официального трудоустройства в Европе, признания украинских дипломов и квалификаций. Теперь подробнее о признании дипломов и квалификаций в контексте евроинтеграции. Это одна из самых заметных и долгожданных для многих украинцев частей евроинтеграции. Это постепенное упрощение и улучшение процедуры признания украинских дипломов и профессиональных квалификаций в странах Евросоюза. Сейчас, в 2026 году, благодаря национальной программе адаптации законодательства, утвержденной Кабмином 1 апреля 2026 года, Украина активно гармонизирует свои образовательные стандарты с европейскими. Это касается Болонского процесса, который Украина проходит уже много лет, но сейчас ускоряется. Что это дает на практике? Во-первых, украинские дипломы о высшем образовании, бакалавр, магистр, доктор, становятся все более читаемыми и признаваемыми в ЕС. Многие европейские работодатели и университеты
уже сейчас смотрят на украинский диплом с большим доверием, особенно если к нему приложено диплома supplement, приложение к диплому на украинском и английском языках. Это стандартный европейский документ, который подробно описывает, что именно вы изучали, какие компетенции получили и как это соотносится с европейской системой ECTS. Во-вторых, евроинтеграция стимулирует развитие программ двойных дипломов между украинскими и европейскими вузами. Если вы учитесь или учились по такой программе, ваш диплом автоматически признается в обеих странах без дополнительных процедур. Это уже реальность для многих специальностей: IT, инженерия, медицина, бизнес, право. В-третьих, для тех, кто хочет работать в ЕС по специальности, врач, инженер, учитель, IT-специалист и так далее, признание квалификации становится проще. В рамках переговоров о вступлении в ЕС рекомендует странам-членам упрощать нострификацию украинских дипломов. Вместо долгой и дорогой процедуры в каждой стране отдельно постепенно вводятся централизованные или взаимно признанные механизмы. Особенно это актуально для дефицитных профессий. Там требования к подтверждению квалификации смягчаются. Однако важно понимать нюансы. Полностью автоматического признания всех украинских дипломов пока нет. Это будет происходить поэтапно по мере выполнения Украиной всех критериев вступления. В некоторых странах, например, Германия, Австрия, Франция, для regulated professions, регулируемых профессий, медицина, юриспруденция, архитектура, педагогика, все равно потребуется дополнительная проверка, экзамен на знание языка или адаптационный период. Для работы по голубой карте ЕС, Blue Card, в 2026 году признание диплома – одно из ключевых требований. Чем лучше ваш диплом соответствует европейским стандартам, тем выше шансы получить эту карту с правом на работу и проживание. Для обычных граждан это открывает реальные двери, возможность официально работать в Европе по своей специальности без потери времени и денег на переобучение. Продолжение обучения в европейских университетах с зачетом украинских кредитов. Повышение стоимости вашего труда на международном рынке. Работодатели из ЕС охотнее будут рассматривать украинских специалистов. Для тех, кто уже в Европе по временной защите, переход к долгосрочному пребыванию через признание квалификации и трудоустройства становится проще. Что делать уже сейчас, чтобы подготовиться? Проверьте свой диплом. Если у вас актуальное приложение диплома supplement. Если нет, обратитесь в свой вуз. Если планируете работать за границей, начните собирать пакет документов: диплом, вкладыш, описание программы обучения. Следите за обновлениями национальной программы адаптации. Там прописаны конкретные шаги по гармонизации образовательных квалификаций. При необходимости обратитесь к юристу или специализированному центру признания квалификаций для оценки вашего случая. В итоге признание дипломов – это не просто бюрократическая формальность, а реальный инструмент повышения конкурентоспособности украинцев на европейском рынке труда. Каковы риски и что делать уже сейчас? Евроинтеграция – это не только плюсы. Бизнесу придется инвестировать в соответствие европейским стандартам: оборудование, документация, сертификация. Малым предприятиям будет проще, но все равно нужны изменения. Что я могу порекомендовать? Следите за национальной программой адаптации законодательства, которая утверждена в апреле
2026. Там расписаны все направления. Для экспортеров начинайте изучать европейские стандарты уже сегодня. Для ФОП проверьте, не попадаете ли вы под новые требования по отчетности и обмену информацией. Если ведете бизнес с Европой, обратитесь к юристу для анализа договоров и рисков. Итак, каково резюме? Евроинтеграция в 2026 году перешла из стадии разговоров в стадию конкретных законов. Промышленный безвиз, программа адаптации, реформы – все это реальные шаги. Процесс не быстрый, но необратимый. Чем лучше мы подготовимся сегодня, тем больше выгод получим завтра. Если у вас, друзья, есть вопросы по тому, как евроинтеграция коснется именно вашего бизнеса или ситуации, пишите в комментариях. Разберем в следующих видео или лично. Особенно жду вопросов по признанию дипломов. Тема очень востребована. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если было полезно. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.